Всем привет! С вами проект Power Device, и здесь мы разговариваем о кастомизации и улучшении наших Android-телефонов. Сейчас покажу современный способ, как можно с вашего Android-телефона удалить ненужные приложения, включая системные, либо предустановленные. Естественно, все это на ваш выбор. Данный способ подойдет как на более ранние версии Android, так и на современные, включая Android 13, 14 и даже 15. Как известно, если Android-телефон подчистить от ненужных приложений, то у вас освободится не только внутренняя память, но и смартфон будет быстрее работать, а также немного разгрузится оперативная память. Итак, приступим. В предыдущем ролике я уже показывал, как работать с приложением Shizuku. С помощью него мы уже чистили телефон от ненужных файлов. Это различный кэш, трэш-файлы и так далее. Если что, ссылку на этот ролик оставлю в описании. Сейчас нам также понадобится приложение Shizuku. Скачать вы его сможете в Play Market, просто вбейте в поиск. Также отмечу, что приложение Shizuku позволяет временно заменить root-права, то есть наши приложения будут полностью удаляться. Не путайте это с отключением или усыплением приложений. Итак, далее, друзья, идем в настройки, о телефоне, клацаем по версии MIUI много раз, становимся разработчиком. Если у вас другой Android-телефон, то загуглите, как стать разработчиком. Далее идем в расширенные настройки, внизу для разработчиков. Продвигаемся немного вниз, находим пункт «Отладка по USB», включаем его, соглашаемся. Далее активируем галочки «Установка через USB», «Отладка по USB настройки безопасности» и также включаем галочку «Отключить автоматический отзыв авторизации ADB». Друзья, отмечу, что при этом у вас должна быть подключена любая сеть Wi-Fi, чтобы все правильно работало. Теперь это меню не закрываем, просто его сворачиваем. Идем по ссылке в описании под этим роликом. И скачиваем вот такое приложение в моем телеграм-канале. Называется Kanto. Кстати, в свой телеграм я скидываю много полезного. Не забудь, пожалуйста, подписаться. Установите данное приложение, но пока его не запускайте. Теперь идем в приложение Shizuku, которое мы скачивали в Play Market. Нажимаем подключение. Двигаемся по шагам, нажимаем настройки уведомлений. Включаем уведомления, шагаем назад. Должно всплыть вот такое окно. Если вдруг оно у вас не всплыло, значит вам нужно зайти в основные настройки. Это касается только телефонов Xiaomi, уведомления и центр управления, шторка уведомлений, нужно временно поставить Android. Если вы на Xiaomi переключили Android, просто откройте шторку, у вас должно появиться вот такое окно. Оно-то нам и нужно. Shizuku пока сворачиваем. Снова идем в настройки. Для разработчиков отладка по USB, проверяем, что все эти галочки у нас включены, которые мы включали ранее. Далее идем беспроводная отладка и включаем ее. Подключение устройств через код подключения. Нажимаем. Запоминаем вот этот код, у каждого он свой. Открываем шторку, нажимаем «Ввести код». У себя я все ввел, подтверждаю. Пока что не закрываем эти настройки, идем в Shizuku. Нажимаем «Запустить». Если вдруг у вас на Xiaomi всплывает вот такое окно, ожидание службы отладки по Wi-Fi, жмем «Отмена». Возвращаемся в настройки разработчика. Отладка по USB. Выключаем эту галочку и снова включаем. Идем в Shizuku. Запустить. Если всплывает такое окно, немного ждем, оно само закроется. Теперь мы все настроили. Заходим вот в эту вкладку, нажмите для управления списком допущенных приложений. Здесь и должно отобразиться приложение Kanto, которое вы скачали в моем Telegram. Ставим напротив него галочку. Это обязательно. Сворачиваем Shizuku, идем на рабочий стол. Открываем приложение Kanto. Отмечу, что вот здесь может происходить загрузка, и она не заканчивается. Это ничего не значит, не обращайте на это внимания. Друзья, будьте очень аккуратны с этим приложением Kanto, так как оно видит абсолютно все наши системные приложения. И мы все их можем удалить. Лишнее, конечно, удалять не надо, так как мы можем повредить наш телефон. Итак, друзья, смотрите, если здесь нажать три точки, Only System, то есть показывать только системные приложения. Посмотрите, сколько много приложений здесь видно.
Посмотрите, к примеру, я среди системных приложений нашел такое системное, которое называется Google TV. Это предустановленное приложение на телефон из коробки. Если свернуть это приложение, зайти в Play Market, в поиске написать Google TV, открыть это приложение, у него не будет кнопки «Удалить». Если у вас будет кнопка «Удалить» и вы ее нажмете, то удалятся только обновления. Само приложение не удалится. Теперь смотрите, я открываю приложение Канта, выделяю Google TV, удаляю. Окей. Иду снова в Play Market, и приложение у нас удаляется. Теперь появляется кнопка «Установить». Думаю, здесь все понятно. Также однозначно стоит отметить еще такой важный момент. Смотрите, вот здесь мы сейчас находимся вот на такой вкладке. А если мы перейдем вот на эту вкладку, то здесь мы можем найти те приложения, которые мы удаляли. Например, вот оно, Google TV. По факту это приложение мы удалили. Вот Play Market показывает, что мы его удалили. Просто наше приложение Канта запоминает те приложения, которые мы удалили. Например, Google TV, как я уже показал. И естественно, так как эти приложения запоминаются, которые мы удалили, его можно выделить вот так и нажать вот на эту кнопку, чтобы установить заново. Друзья, на самом деле таким вот образом, если грамотно делать, то можно очистить телефон от большинства системных приложений, что будет только в плюс нашему смартфону. Сейчас я не буду показывать, какие именно приложения можно удалить. Думаю, вы и без меня это знаете, так как на своем канале я уже выпускал много роликов, какие приложения можно отключать, а какие удалять. Только другими способами. Но этот способ, конечно, лучше. По ссылке в описании к этому ролику я оставлю видео, где я показывал, какие приложения можно удалить и отключить. Все эти приложения, которые вы там найдете, можно удалить этим способом. Тем более, что здесь есть поиск по приложениям. Но если вы все-таки хотите, чтобы я разжевал, какие приложения здесь можно удалить, и снял об этом отдельный ролик, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях здесь, на YouTube, или в моем телеграме. Друзья, в целом, если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой телеграм-канал. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!